Привет, ARMY. А что, если все, что мы думали, что знаем о Ви из BTS, это лишь поверхностная информация? Что, если архивы о нем, молча хранившиеся годами, наконец-то готовы заговорить? И почему Чингук заплакал, увидев это? Почему Пак Саджун застыл в шоке? И почему ARMY требует ответов именно сейчас? Это не просто очередная история о знаменитостях. Это не просто очередной модный архив. Это не просто очередной заголовок. Это медленное, продуманное раскрытие, которое начнется завтра. По данным нескольких подтвержденных источников в индустрии, разнообразные и ранее не публиковавшиеся архивы GQ о Ким Тэхёне из BTS, известном во всем мире как Ви, будут постепенно раскрываться, начиная с завтрашнего дня. Не все сразу, не случайным образом, а шаг за шагом. И уже одно это вызвало шок в интернете. Почему сейчас? Почему постепенно? И почему все, кто связан с Ви, выглядят эмоционально неподготовленными? От слез Чингука до явного шока Пак Саджуна, до негодования фанатов ARMY и их требований прозрачности, этот момент больше похож не на разрядку, а на расплату. По мере приближения первого раскрытия правды, один вопрос доминирует в глобальных дискуссиях: какая правда была так тщательно скрыта, что теперь ее нужно раскрывать постепенно? Для тех, кто внимательно следил за происходящим, тревожные сигналы были всегда налицо. Ким Тэхён никогда не был обычным айдолом. Даже среди BTS, даже среди мировых суперзвезд, его присутствие всегда ощущалось по-другому: сдержанное, размеренное, эмоциональное, но при этом сдержанное, сильное, но тихое. И теперь, когда эти архивные материалы готовятся всплыть на поверхность, многие задаются вопросом, не несет ли сам Тэхён слишком тяжелый груз, чтобы раскрыть все сразу. Потому что, когда Чингук увидел часть того, что должно произойти, он не улыбнулся. Он заплакал. Источники, близкие к ситуации, описали Чингука как заметно эмоционального после просмотра первых материалов из архива GQ, изо всех сил пытавшегося скрыть свою реакцию. Никаких заявлений опубликовано не было. Никаких разъяснений не последовало. Только молчание и слезы. Почему Чингук плакал над архивными материалами о моде, если они никогда не были просто о моде? Если только они не содержали моменты, послания и воспоминания, которые задели его глубже, чем кто-либо ожидал? А еще есть Пак Саджун, человек, известный как ближайший доверенный человек Тэхёна вне BTS, уравновешенный, защитник, тот, кто всегда выглядит спокойным. Свидетели говорят, что Пак Саджун был искренне шокирован. Не наигранно, не на камеру, а ошеломленно, и этот шок сочеталось с удивлением и беспокойством. Что он увидел? Что он услышал? И почему его реакция была похожа на реакцию человека, слишком поздно осознавшего масштаб происходящего? Стали слышны все более громкие слухи о том, что Тэхён заложил в материалы GQ скрытое послание, возможно, адресованное Чингуку. Послание, не произнесенное вслух. Послание, которое нужно найти, а не объявлять. ARMY заметили первыми. Они всегда это делают. Определенный взгляд. Линия. Пауза. Визуальный выбор, который кажется преднамеренным. Фанаты начали сопоставлять прошлые интервью, недавнее эмоциональное поведение Тэхёна и все более открытую уязвимость Чингука в течение 2025 года. Пытался ли Тэхён сказать что-то, чего не мог сказать напрямую? Наконец ли Чингук увидел полную картину? И может ли Пак Саджун быть частью причины или свидетелем этой невысказанной правды? Эмоциональное напряжение нарастало, когда появились сообщения о том, что Тэхён расплакался не на сцене, не во время выступления, а втайне, вызванное чем-то глубоко личным, связанным с этим откровением. Что заставляет человека, столкнувшегося с глобальным давлением, военной службой, неустанным вниманием и исторической славой, наконец сломаться? Некоторые считают, что дело было не в самом архиве, а в том, что он представляет: хронологию эволюции Тэхёна, запись того, как мир поглотил его, молчаливое документальное свидетельство моментов, когда он отдавал все, почти ничего не говоря. Ответ Пак Саджуна лишь усилил эмоциональный накал.
По словам инсайдеров, он сказал Тэхёну нечто такое, что, когда это стало известно косвенно, довело AR-MUI до слез. Это была не цитата для заголовков, не драматическая речь, а простое признание бремени, одиночества и невидимой силы. Реакция AR-MUI была незамедлительной и ошеломляющей. Социальные сети были завалены требованиями, не нападками, а вопросами. Почему Тэхёну позволено нести столько бремени в одиночку? Почему каждое откровение кажется запоздалым, контролируемым, отфильтрованным? И почему создается впечатление, что правда скорее сфальсифицирована, чем рассказана? Когда эмоции достигли пика, произошло нечто неожиданное. Пак Саджун не отступил. Он сделал шаг вперед. Источники подтверждают, что он активно что-то сделал для Тэхёна за кулисами, нечто не связанное с контрактом, не рекламное, а личное. Шаг, который продемонстрировал преданность, выходящую за рамки отраслевых норм. И Тэхён ответил не словами, а действиями. Он показал что-то напрямую AR-MUI. Не все, еще нет, но достаточно, чтобы сказать: «Я тебя вижу. Я тебя слышу. И я больше не прячусь». Затем последовал еще больший шок. Тэхён больше не просто айдол. Аналитики индустрии теперь подтверждают, что Ким Тэхён стал одним из. Он – одна из самых влиятельных фигур в истории К-поп, не в символическом, а в структурном плане. Он связан с акционерами. Он обладает финансовой властью. Он пересек невидимую грань между артистом и авторитетом. Некоторые теперь открыто называют его истинным правителем К-поп не из-за доминирования, а из-за влияния. Миллиардер. Икона. Глобальная фигура, одновременно формирующая культуру, моду, маркетинг и музыку. AR-MUI были ошеломлены не деньгами, а тем, что это значит. Тэхён больше не зависит от системы. Система начинает зависеть от него. Эксперты по маркетингу называют его современным лицом эмоционального брендинга, фигурой, которая продает не просто товары, а смысл. Каждый бренд наблюдает. Каждая отрасль адаптируется. И цифры это подтверждают. По данным Виберати, Ви из BTS в настоящее время занимает первое место среди сольных исполнителей мужчин из Южной Кореи в чарте Top Artists, основываясь на данных по странам, влиянии на жанр, показателях популярности и долгосрочной вовлеченности. Его доминирование не бросается в глаза. Оно неоспоримо. И вот здесь Чингук возвращается в историю. Пока Тэхён вступает в новую эру, Чингук, как сообщается, откровенно рассказал о своих внутренних переживаниях в течение 2025 года, выразив тревогу, давление и неразрешенные эмоции, связанные с путешествием BTS. Наконец-то Чингук сказал то, что сдерживал годами. Начало ли это эры, когда и Чингук, и Тэхён перестали притворяться, что все в порядке? Многие теперь считают, что золотая эра Чингука и Ви только начинается, не как мальчиков, гоняющихся за мечтами, а как мужчин, сталкивающихся с правдой. Интернет взорвался. AR-MUI плакали. AR-MUI спорили. AR-MUI требовали ясности. Потому что это не похоже на конец истории. Это похоже на момент перед тем, как все изменится. Завтра будет опубликован первый архив. И когда это произойдет, один вопрос будет звучать громче любого заголовка. Неужели Ким Тэхён все это время молча готовил мир к этому моменту? И если так, готовы ли мы к тому, что он наконец-то собирается нам показать? Потому что ничто не молчит вечно.